Здравствуйте, уважаемые. Не очень плохие новости с Украины. Хорошими их назвать нельзя по-любому, но хоть какое-то продвижение. Идет попытка начать переговоры между Россией и Украиной. Пусть не на самом высоком уровне, но все-таки что-то делается. И надеюсь, что Россия сдержит свое слово, что сказала, что во время переговоров не будет продолжать наступательные акты. Э, Я вот в ролике 2 дня назад говорил, что, по моему мнению, Путин попытается в течение 2 дней или около этого как-то попробовать выйти с Украины, не потеряв лицо. Что, на мой взгляд, сейчас он и пытается сделать. Как бы то, что он намеревался сделать большей частью, он так и сделал. Да, были потери с его стороны тоже, конечно, что и следовало ожидать. Думаю, он это тоже ожидал. Э, но в конечном итоге как бы не собирается он завязнуть в Украине и надолго. Вот, тем более, что чем дальше он задерживается, тем больше санкций против него. Будет тяжелее потом вернуться на дорогу, так сказать. Значит, я надеюсь, что эти переговоры чего-то добьются, потому что просто хочется, чтобы уже закончился этот кошмар, который творится на Украине. Эти потери среди мирного населения, не только мирного населения, которое, да, но не мирное население, но повлияет на мирное население стабильно, потому что у всех есть дети, братья, сестры, которые гибнут с обоих сторон. Так что надеюсь, чего-то, что я, думал, как бы, что мое мнение, было правильно, что Путин попытается, выйти оттуда, вот, и не будет продолжать агрессию. Что еще могу сказать, что есть еще одно неплохое, я бы сказал, событие, которое из-за того, что происходит на Украине, произошло, это в России все больше и больше поднимаются массы недовольных тем, что происходит. И это в конечном итоге, может помочь всему миру очень сильно, как бы, потому что, опять же, все, что я сейчас делаю, это все было затеяно для того, чтобы попытаться как-то нести людям призыв к свободе, который начался из-за канадского конвоя свободы. По всему миру понеслась волна. И вот сейчас в России, например, тоже люди поднимаются, хотя и не за конвоя свободы, и не связано с короной вообще, но самое главное, что поднимаются. Вот что важно. Вот. Но вернемся к моей серии. Значит, как я уже говорил, Россия, по моему мнению, не находится на самом первом месте так сказать, по злу в этом углу. Э, она как раз вот, я думаю, даже в принципе третье место, если уж на то пошло. Сейчас поговорим о втором месте. Кто же занимает второе место? Второе место занимает Северная Корея. И объясню почему. Потому что, в отличие от России, она абсолютно не на виду. Если в России есть хоть какое-то противостояние с их политической элите и Путину, в Северной Корее вообще такого не существует, или, по крайней мере, мы вообще ничего не знаем. Это настолько закрытая страна, что нам толком ничего не известно о нем. И вообще неизвестно, есть ли там люди, которым это все надоело, и они хотят что-то изменить и просто пока боятся. Или даже нету вообще таких людей, потому что там идет бешеная промывка мозгов, очень бешеная. Никто, даже Советский Союз, не мог сравниться с тем качеством и количеством промывок мозгов, которые существуют в Северной Корее. Э, Еще одна проблема в Северной Корее не только внутренняя, что непонятно ли кто-то там сможет восстать, а то, что они более фанатики. Если, например, взять Россию, в России есть политическая элита, но они не фанатики. Они стараются делать расчетливо что-то, как-то приходить к этому, и стараются показать, что вроде как есть демократия. Вот. Им важно в какой-то степени мнение мира о них. Тоже, например, из-за того, что, может быть, как-то боятся и экономических санкций и так далее. И очень много денег крутится. В Северной Корее, в отличие от России, во-первых, нету элиты. Там есть например, глава Северной Кореи, который получил это по наследству. Вот он стал главой Северной Кореи, потому что он был сыном. Если в России Путин добился чего-то, например, того, что добился из-за своих каких-то качеств, из-за
того, кем он был, из-за мозгов и так далее. В Северной Корее это прошлое перешло по наследству. Полный деспотизм, полная диктатура там. И еще одна большая проблема, у них есть ядерное оружие. Теперь, если Россия может кричать, что вот у нас ядерное оружие, можем воспользоваться, можем использоваться, в Северной Корее как бы там никто кричать не будет. Если этому недоумку придет в голову пульнуть, он пульнет. Или если он почувствует себя в углу. И он, более того, он даже не стесняется и, например, занимается вымогательством. Было как-то недавно, пару лет назад, не помню точно, что он просто сказал, что если мне там что-то не дадут, то пульну. И дали. Потому что никто не хочет связываться с дебилом и психом, который может пульнуть ядерным оружием по Южной Корее. Это никому не надо, как бы. Поэтому, если что-то не суперсерьезное, так им как-то дают какие-то сблажки и что-то как-то там пропускают мимо ушей, только для того, чтобы он действительно не был зажат в самый угол. Потому что как только его зажмут в угол, он пульнет и не будет даже 2 раза думать. И там нету такой элиты, которая может подумать его свергнуть перед тем, как он пульнет. Вот. Поэтому, на мой взгляд, она занимает 2-е место. Потому что она полностью неуправляемая страна как бы для внешних сил. Никто, ни Россия, ни Китай, никто не может толком управлять по-настоящему этой страной. Абсолютно никакой свободы внутри страны нету. И опять же, ядерное оружие, которым он не побрезгует воспользоваться, если захочет или если почувствует себя в какой-то опасности. Поэтому из всех этих как бы заключений я считаю, что это 2-е место по злу в этом углу, хотя весь угол зла, но вот Северная Корея занимает все-таки 2-е место. Непонятно, как вообще что-то там изменить, потому что, опять же, если в России есть хоть какие-то просветы недовольства и демонстрации, да, валят эти демонстрации, исчезают оппозиционеры и так далее, как бы все это подавляется, но там все-таки это есть. И в конечном итоге, если русский народ довести до определенной точки, то они порвут и политическую элиту, и всех, кто им служит. А вот в Северной Корее такого вряд ли произойдет. Сомневаюсь, что даже все попытки, например, Запада к чему-то привести, к какому-то ропоту, недовольству в Северной Корее просто увенчались провалом. Никак никто не смог ни по каким этим вот пробиться внутрь Северной Кореи и хоть как-то повлиять на их мнение. Вот. Поэтому как бы очень тяжелая ситуация, и не представляю себе, что надо сделать для того, чтобы свобода как-то русский не совсем у меня хороший в последнее время, чтобы свобода хоть как-то пробилась к чему-то в этой стране. Вот. Ну, на этом все. Следующий ролик будет о главном зле. Он может быть на вид не совсем так, но он такой и есть. И есть люди, которые уже начали это понимать, даже среди политиков, но вот пока еще не очень что-то делают с этим. Но это зло угрожает всему миру, и у него есть определенные цели и очень интересная техника, как он добивается своей цели потихонечку, шаг за шагом. Идет все ближе и ближе к этой цели. Ну, вот поговорим в следующем ролике о зло номер один для всего мира и для свободы людей. Ну, и надеюсь, что следующий ролик, когда буду записывать, уже война в Украине закончится. И люди перестанут страдать и начнут отстраиваться, начнут как-то подниматься, и дети перестанут прятаться в бомбоубежищах. Потому что, зная по себе, даже будучи ребенком, такое потом тяжело забыть всю жизнь и как-то вылезти с этого. И поэтому надеюсь, что действительно эти переговоры начнутся и к чему-то приведут. И на момент записи моего следующего ролика уже можно будет вздохнуть более свободно и как-то вот начать думать о свободе людей по всему миру. Спасибо за внимание.